Человек в звании, но у него должность оператор стиральных машин. К Путину совсем другое отношение. Он сам своим же не доверяет. Его нахождение где-то на какой-то даче даже скрывается от самих сотрудников. Дача – это мини-город и фитнес-залы с женщинами, чайные домики. Видно, куда тратятся деньги налогоплательщиков. Все были рады, что на Украине, если ее захватят, появятся какие-то новые должности, там будет повышенная зарплата. И у сотрудников ФСО родственники в Украине, но всем запретили общаться. Так запугали всех, что каждый боится даже слова какое-то сказать. Полковник Федеральной службы охраны нарисовал писюн в документе. Последняя фраза, которую я услышал, когда уходил: «Удачи на фронте». Федеральная служба охраны, пожалуй, одна из самых закрытых структур в России. Организация, которая отвечает за безопасность президента и охраняет, по сути, все, что принадлежит ему вот уже 23 года. О маниакальных мерах безопасности первого лица России ходят легенды. Информацию мы получаем благодаря редким утечкам. Но еще меньше мы знаем о том, как работает Федеральная служба охраны на территории аннексированного Крыма. Дождю удалось поговорить с человеком, который несколько лет прослужил в ФСО на территории аннексированного полуострова. А потом ему пришлось бежать за 12 тысяч километров от этого места. Меня зовут Виталий. Я бывший сотрудник Федеральной службы охраны. Я работал на должности инструктора, кинолога. И сейчас я нахожусь в Эквадоре, потому что я уволился в связи с антивоенной позицией. Виталий родился и вырос на Камчатке. Там же познакомился со своей будущей женой Анной. Она как раз приехала из Крыма. В 2015 году семья перебралась на территорию оккупированного Россией полуострова. Сначала Виталий получил работу кинолога в ОМОНе, а потом перешел на службу в ФСО. И вот теперь, находясь в безопасности, молодой человек решился рассказать, как же охраняются в аннексированном Крыму тайные дачи Путина, Медведева и других высших чиновников России. Расскажите про объекты, которые охраняет ФСО на территории аннексированного полуострова. Что это? Это дачи, дома, санатории? Дач куча, их очень много. Есть гостевые дачи, куда обычно там приезжают родственники каких-то высокопоставленных лиц. Есть там закрепленные дачи. Вот, пожалуйста, временно оккупированный Крым. И сейчас я вам покажу дачи главных военных преступников. Дача – это мини-город, в котором есть все. И фитнес-залы с женщинами, и чайные домики. Ты когда это видишь, и ты такой: да ладно, а так вот люди могут жить. То есть там есть и свои фонтаны, красивые парки, чайные дома, фитнес-центры, барбекю-зоны, свой пляж. Эту воду, конечно же, охраняют сотрудники ФСО. У них есть специальный отдел водолазов, которые смотрят прибрежную зону. Вот здесь я и нес службу. Вот в этом здании, вот в этом располагаются водолазы и кинологи. Если кому-то привезли из первых лиц подарок, они приезжают на КПП, вот так проезжают, спускаются по горочке. И, смотря кому привезли, уже едут в какую надо сторону. На этих дачах работают люди. Человек в звании, но у него должность оператор стиральных машин. Вовнутрь обычных сотрудников не пускают. В основном это СБП, и уборщицы, у которых есть особый доступ, чтобы туда пройти. Потому что мало ли кто еще и на туалет сходит, на даче, а потом на него садиться будет первый человек в стране. Главные вот 3 объекта. Дача Медведева, вот под заборчик. Это вот огромнейшая территория. Это дача Путина и дача директора ФСБ. Вот дача самого главного преступника – это Путина. Посадочная площадка для вертолета. Прям целый город. После того, как оккупировали Крым, это все море перегородили. То есть теперь люди отсюда не могут сходить спокойно на море. Здесь мочит ножки президент Путин. По соседству у него директор ФСБ. Вот, пожалуйста, красненький асфальтик, потому что он так любит. Чуть-чуть дача выглядит поскромнее, территория чуть поменьше. Я был на даче
директора ФСБ. Дача очень большая. В Крыму даже были какие-то протесты насчет этого, что там построили, по-моему, 3,5 метра забор. Каждый пролет камера. Это зона там, как зона. Ты посмотри, ни моря не видно, ничего. Так, передвигаемся к даче Медведева. Медведев всегда должен быть под боком, и всегда у него должна быть также площадка для вертолета. Она выглядит чуть поскромнее, понятно почему. Та дача с советским шиком. Снаружи все выглядит очень красиво, все очень, видно, куда тратятся деньги налогоплательщиков. А вот стройматериалы просто на улице лежат для строительства резиденции. Вы держитесь, денег нет. Удачи вам, всего самого наилучшего. Товарищи, из комендатуры рассказывают, что на каждой даче господряд на 45 миллионов, чтобы построить комнату для прослушки музыки. И не факт, что вообще будут пользоваться этой комнатой. Просто захотелось. А когда этих новых хозяев нет на даче, что там происходит? Она функционирует постоянно. То есть это дача, и люди работают, и туда завозится еда. Она заводится на случай, если человек, хозяин этой дачи или кто-то гость, туда приедет. Там есть своя столовая, которая держит еду на случай момента, что кто-то приедет. И если еда пропадает, ее, скорее всего, просто выкидывают и закупают новую. А какие меры безопасности? Условно, работники, они приходят, они могут зайти, например, с телефоном? Сотрудникам Федеральной службы охраны использование смартфонов запрещено. И причем это у них на каждой доске написано, что все смартфоны — это враг. Но вся коммуникация происходит в WhatsApp. Гражданские люди, стройки какие-то. Всех обыскивают с металлоискателем, забирают паспорта и забирают телефоны. То есть, если даже какие-то фотографии происходят, то, скорее всего, это делают сотрудники ФСО. Потому что сотрудников ФСО не будет, скорее всего, 80% обыскивать. Вы работали в ФСО в аннексированном Крыму. А значит, участвовали в охране Путина, когда он приезжал, да? Во-первых, президент доверяет только своей охране. То есть, есть ФСО, а в ней есть еще подразделение СБП. И он ездит только с ней. А региональные службы охраны, они организовывают осмотр больших территорий. Моя работа как кинолога заключалась в осмотре какой-то территории на предмет взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Например, когда приезжают верхушки власти, этим верхушкам начинают возить КАМАЗами подарки. И люди, кинологи, едут смотреть эти подарки. Отдыхала Матвиенко, ей привезли телевизор. Зачем ей телевизор? А что Путину дарили? Путину совсем другое отношение. Его нахождение где-то на какой-то даче даже скрывается от самих сотрудников. Оно вроде как и говорят, что он есть, а он может быть и не быть здесь. Он сам своим же не доверяет. Он доверяет только близким. Людям могут сказать, он отдыхает на этой даче. И все бегают, охраняют эту дачу, он может быть вообще в другом месте. Сегодня прилетает к нам Путин. Может быть, в каком-то из вертолетов он и был. Летят в новый аэропорт. В Крыму есть 2 аэропорта – в Симферополе и Бельбек. В каждый аэропорт слетаются по 3 вертолета, кортеджи, приезжает Росгвардия и говорят, что он приехал, а президент может приехать, например, вообще морем. Безопасность на высшем уровне. Человек так боится за свою жизнь. Владимир Путин вновь погружался на дно Черного моря, но на этот раз не с аквалангом, а в батискафе. А какие меры предосторожности и безопасности вводятся перед приездом Путина? Когда президент приезжал в Севастополь, губернатор Севастополя просидел на одной из госдач 3 недели в карантине. Те люди, которые будут осматривать помещение или где-то находиться рядом, этих людей закрывают на карантин. То есть ты уехал, тебя закрыли, ты сидишь, ждешь. Приедет, не приедет, никому не известно. И это все время. И до сих пор сейчас. А в какой момент вы решили уволиться? Сразу же, наверное, как я только приехал на работу и сказали, что у нас война и непонятно, что будет дальше. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Я стал, как обычно, где-то, я как раз в это время и стою в
включая и тут обращение президента. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме Я приезжаю на работу, нас проверяют все вещмешки, говорят, одеваем броню, все остальное, и ожидаем. В общем, ничего, в принципе, никто ничего не знал, командиры тоже ничего не знали, не могли объяснить. Просто ждали. Где-то примерно в конце рабочего дня всех просто распустили и все, и сказали, что теперь с этого дня у нас усиленный режим службы. А о чем вы говорили с коллегами, пока вот сидели в брониках в тот день? Обсуждали что-то, войну, вообще новости, что происходит? Все думали то, что, скорее всего, это будет короткая война, все быстренько сделают. Все были рады тому, то, что на Украине, да, если ее захватят, скорее всего, появятся какие-то новые должностя. Это ж надо будет там что-то охранять. И, скорее всего, там будет повышенная зарплата. Это россияне в основном или украинцы? Все вперемешку, вперемешку. То есть и украинцы, есть и россияне. Вроде как они понимают, что идет война, что это плохо, умирают люди. Но... Давай, не вставай. Какая жесть. Я сразу принял решение, что надо увольняться и не участвовать в этой... Как это... Даже я не знаю, как это назвать. В этом... Я не знаю. Ну, я даже не знаю. Ну, не могу придумать слов, как это можно назвать. Что произошло. Нам говорят по телевизору, наш президент, что ничего не будет. Еще раз. Ну, что может начаться война? Вас не беспокоит? Нет, меня не беспокоит. Если Россия крайне... Нет, меня это не беспокоит, потому что мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом. Тут оно происходит. Непонятно. Для вас был шок, что президент обманывает? Ну, знаете, всегда хочется верить, то, что президент – это человек, который не врет. То есть ты иногда прощаешь, пока оно тебя не касается. То есть, да, когда тебя не касается пенсионный возраст, там, продление, вот это, конституция, обнуление, оно вроде бы тебя не коснулось, и ты такой, ну, ладно, пока ладно. Но когда уже вот так вот, ну, это уже прям серьезно. Весной 22-го Виталий написал рапорт на увольнение. Тогда он не подозревал, что уйти из ФСО гораздо сложнее, чем туда попасть. Рапорт не приняли, зато вызвали на беседу к начальству. Приходит командир, зам его, собирается человек 5 и начинают разговаривать. Вот, русских не любят, посмотри телевизор. Я говорю, я не смотрю телевизор. Как это ты не смотришь телевизор? Смотри, что говорят. Вот там на продавщицу русских флагов напали. Это вот приемы, наверное, еще какие-то советские. Вот они 2 часа пытаются об одном и том же. И в конце мне начали говорить, ты не забывай, в принципе, мы контора всемогущая и можем тебя отправить на фронт сразу же после того, как ты подпишешь обходной лист. И мы тебя выпустим, и тебя уже будут ждать на выходе из нашего здания товарищи из военкомата. Где-то через месяц у меня должен быть отпуск. И мне товарищ со службы скидывает фотографию этого графика. А там напротив моей фамилии такая черточка. И нарисован мужской половой орган. И он пишет, что Виталик, походу у тебя отпуска не будет. Я говорю, а кто это сделал? А он пишет, шеф. Это сделал полковник Федеральной службы охраны. Нарисовал писюн в документе. Вот такая вот история. А как изменилась вообще служба с начала войны? Сделали усиленное несение службы. До войны, например, вот на объекте, на котором находился собачий питомник, раньше их было там 2-3. С начала войны сделали 6. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Начали какие-то первые атаки на дронов. Появились люди, которые должны были в ночное время смотреть за небом. А гражданские? Ну, война же совсем рядом. Говорят там про войну чуть-чуть. В основном ничего такого вообще. То есть как будто ничего не происходит.
То есть где-то там поговорили, да, там война, сейчас все быстро закончим, как говорят по телевизору. Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. Пока какой-то семьи она не затронет, мне кажется, люди даже и не поймут, что она идет, да? Но были же дроны и первый взрыв на Крымском мосту как раз в прошлом году. Я помню единственное, что была, да, паника с бензином. То есть я сам тоже поехал где-то заправиться. В этот же день у нас, как наши российские бизнесмены, сразу подняли цены на все. Слушайте, ну там много украинцев. Да, и у сотрудников ФСО, которые остались работать, родственники в Украине. Но всем запретили общаться. Даже какой-то сделали нормативный акт, что если ты общаешься с гражданином Украины, там Соединенные Штаты, Европа, то будет назначено разбирательство и до, по-моему, 5 лет лишения свободы. То есть там даже такой был закон, я боялся тоже под него попасть, потому что у меня товарищ живет в Америке, мой одноклассник. Он противник войны. Я с ним иногда общаюсь, и как объяснили, вот вы общаетесь с каким-то товарищем, его отслеживают, и если он, допустим, в Инстаграме лайкает пост в поддержку Украины, на меня будет заведено дело. Да, это взрыв мозга, это непонятно. Скажите, а вот украинцы, которые там работают, крымчане, их как-то выделяют? Когда я работал в ОМОНе, у каждого есть личное дело. Это я уже, когда собирался переходить с ОМОНа в ФСО, я узнал об этом, что когда люди приезжают с материка, их личные дела помещают в специальную комнату, да, секретную. А личные дела крымчан лежат просто на полке. Как мне сказали, что у них всех психологическая характеристика на каждого, у всех написано, что склонен к предательству. Все, кто был на месте начальников, спустили на ступень ниже и поставили только московских. То есть чистокровных россиян. А Путина, власть, политику обсуждали на работе? Любое твое слово может использоваться против тебя. Даже ты стоишь, разговариваешь с товарищем, через 5 минут он уже пишет смс-ку твоему командиру, что ты так как-то плохо сказал. У каждого есть станция. Мало ли эта станция прослушивается. Так запугали всех, что каждый боится даже слово какое-то сказать. Я так думаю, что это делается просто ради того, чтобы угрожать, и все. Потому что попадет по шапке. Каждое начальство прикрывает свою пятую точку. Есть люди, да, которые хотят уволиться, но они боятся. Мне рассказывали, что один человек застрелился в Кремле на службе, уволили задним числом. И также рассказывали про случай в Крыму, что сотрудник тоже устал, какие-то проблемы в семье, застрелился, но застрелился он уже гражданским. Виталий продолжал писать рапорты, но ответ был один. Во время специальной военной операции никто не может уволиться. Начальство проводило регулярные сеансы политинформации и угрожало фронтом. Виталий начал искать в интернете юристов, которые бы помогли ему уволиться из ФСО. Предложений таких в сети много, ведь спрос есть. Оказалось, что по закону в ФСО не может работать человек, у которого есть иностранное гражданство или вид на жительство. В семье решили, надо получать иностранные ВНЖ. Проще всего оказалось сделать это в Эквадоре. Нужно просто предоставить диплом о высшем образовании. Анна, жена Виталия, отправила в посольство свои документы. А у Виталия на тот момент не было даже загранпаспорта на руках. Ведь у сотрудников ФСО выездной документ изымают. Просто через госуслуги заполняю заявление на загранпаспорт и пишу просто в строке, что я безработный. И мне его спокойно выдают. Жена в это время отправляет свой диплом в Эквадор, его признают. По этому признанию мы имеем право получить вид на жительство. И, конечно же, каждый день вызов на беседу. Всегда пугали 13-м отделом. 13-й отдел – это люди, которые занимаются собственной охраной. Выявляют шпионов среди самих сотрудников. Параллельно выходили каждый раз какие-то законы. Выходил закон о госизмене. Получалось так, что мне приходилось каждый раз подстраиваться под этот закон. Мы делали все так, что моя жена так решила, и вот просто я вот прицепом иду. Моя жена начала писать письма в Главное управление в Москву.
что вот нас разлучают. Все-таки дело дошло до увольнения. Сколько в общей сложности вам понадобилось времени, чтобы уволиться? Вот от первого рапорта до обходного листа. Я уволился в декабре. 8 месяцев я боролся с ними. И когда уже пришло время отдавать мне мой военный билет, дали повестку в военкомат. И последняя фраза, которую я услышал, когда уходил: «Удачи на фронте». После чего мы приняли решение действительно ехать в Эквадор, потому что участвовать в войне нам никак не хотелось. Прошли таможню, все прошли, короче, теперь у нас вылет. Так, прибыли в Мадрид, еще 2 самолета. До Богаты и до Гуаякиля. Мы в Колумбии. Голова 4-й день не мытая. Поэтому сделаем вид, что это а-ля 2000. Асер. Окей. Си. Честь. Окей. Вот здесь мы живем. Вот наш дом. Вот манго. Вот мой импровизированный гараж. Это мотоцикл. В Эквадоре на всех домах ставят решетки, потому что большой криминал. Чебурашка. Привезли чебурашку, потому что, это чебурашка. Да, ребенок играется с ним. Ну вот мы еще привезли с собой иконы. Родители дарили. Да, родители дарили, вот иконы мы привезли. А как ваши родители отреагировали на ваш отъезд и вообще на решение? Родители плоховато. У меня отец хоть и украинец, но у него он смотрит телевизор. И поэтому с ним было очень тяжело разговаривать. То есть мама еще более-менее сказала: ну ладно, это ваше решение. Многие товарищи, в принципе, одобрили, говорят: молодец, валить надо. Виталий, а почему вы решили с нами связаться и рассказать свою историю? Я хотя бы перестал бояться говорить. Теперь я могу там спокойно в WhatsApp написать какое-то сообщение, да, поговорить там со своими друзьями и не бояться, что мои слова какие-то будут применены против меня. Понимаете, многие люди не хотят участвовать в этой войне. У них не хватает какого-то толчка на это. Их постоянно запугивают и говорят, что вы там никому не нужны. Даже я в Эквадоре нашел себе работу в стране без языка. То есть вроде бы как да, мы в чем-то виноваты, то, что у нас такой президент. Тут же надо понимать, что люди зомбированные пропагандой, и они не понимают, что там происходит. Эта страна будет изгой, и независимо от результата. Мы еще ладно, да, но наши дети лишены будущего.